Еще на прошлой неделе я анонсировал, что в Турции должно пройти мероприятие, которое в свою очередь должно было быть посвящено eFootball 2025. Об этом сообщали наши коллеги из Турции. Однако на прошедшей неделе этого самого мероприятия мы так и не дождались. И тут же наши коллеги из Турции, по сути в прошедший четверг, поспешили заверить, что мероприятие не отложили, его не отменили, и оно пройдет не на уже прошедшей неделе, а в начале следующей, 9 сентября. И поделились небольшими подробностями, чего ожидать от этого самого мероприятия. Поэтому давайте немножко обновим уже имеющуюся информацию и дополним ее новыми подробностями. В целом, как вообще возникла вся эта ситуация с проведением в Турции отдельного мероприятия? Почему Konami вообще решили туда поехать? Ну а в целом, если углубиться в этот вопрос поподробнее, то можно заметить, что за последние полгода Konami в принципе стали чаще выходить на турецкий рынок. Это проявляется в небольших кампаниях, которые проходили именно в турецких регионах, появление того же самого премиум-пака со сборной Турции, с ее игроками и главным тренером. В принципе, все это говорит о том, что Konami вроде как налаживают взаимоотношения с Турцией. Да и в принципе весь прошедший год мы то и дело время от времени играли в те же самые ивенты, посвященные турецкой лиге. Турецкая лига представлена в лицензированном виде в нашей, скажем так, любимой игре. Поэтому какое-никакое сотрудничество с Турцией, в принципе, оно очевидно. И в лишний раз Konami решили выразить свою своеобразную признательность за внимание к игре в этом регионе и решили прибыть в Турцию, чтобы рассказать об игре, в лишний раз повзаимодействовать с тамошними блогерами и, возможно, даже что-то послушать от них, какие-то пожелания, предложения и так далее. Таким образом, 9 сентября делегация игры, также в том числе ее продюсер, прямиком из Японии, прибудут в Турцию. Как отмечается отдельно, этим мероприятием Konami хотели бы отблагодарить создателей контента, которые следят за eFootball, и в лишний раз познакомить с инновациями в eFootball Mobile, это самое главное. Прямым текстом говорится о том, что какие-то инновации в игре будут именно что на примере мобильной версии игры. И как бы мне не нравился тезис о том, что eFootball это в первую очередь мобильная игра, но получается, что так оно и есть. Об этом говорит последнее взаимодействие с Федерацией FIFA, с ее киберспортивным подразделением, когда в качестве одной из дисциплин была представлена мобильная версия eFootball. И по сути в этой ситуации, когда турецких контент-мейкеров хотят познакомить с инновациями, с какими-то подробностями, именно что в eFootball Mobile. Наверняка эти самые инновации будут распространяться и на все оставшиеся версии, и на консольные, и на ПК, но тем не менее. И даже успели проскочить некоторые подробности того, что будет на этом самом мероприятии. Около 2 часов по местному времени все это дело у них должно начаться, в принципе, самое что ни на есть начало мероприятия. 2:30 упоминается некая презентация и товарищеский матч, в то время как уже в 4 часа упоминается геймплей и игровой опыт. В чем разница между товарищеским матчем и геймплеем, не совсем понятно. Но вполне возможно, что после товарищеского матча контент-мейкерам и просто всем тем, кто будет на этой выставке, позволят поиграть самостоятельно. Правда, не совсем понятно, в какую именно версию. В ту же самую мобильную или же в консольную версию тоже дадут поиграть. Ну и закончится это мероприятие проведением отдельной пресс-конференции. И, конечно, я ни на что такое не рассчитываю, но тем не менее, если кто-то из турецких игроков, я не знаю, пользователей, зрителей, контент-мейкеров каким-то образом увидит этот ролик, пожалуйста, задайте им вопрос касаемо оффлайн режимов, потому что иной возможности, кроме как сейчас, я думаю, не будет. И по сути, эта возможность самая идеальная, особенно если туда приедет продюсер игры. Интервью они дают крайне-крайне редко, а с игроками общаются и того реже. Поэтому, если кто-то из турецких контент-мейкеров это увидит или им просто передадут это, обязательно спросите что-нибудь про оффлайн режимы. Да и не только про них на самом деле, но про них тоже, конечно, хотелось бы что-то услышать. И вот такой вот план действий запланирован на завтра. Надеюсь, что мы узнаем много всего интересного, и чтобы это не пропустить, обязательно подписывайтесь на наши соцсети, поскольку все новости, будь то с презентацией или просто касаемо eFootball, появятся именно там, и только потом на нашем канале. Также не забывайте про подписку и на него. Несмотря на всю ситуацию, мы продолжаем выпускать контент, поэтому подписывайтесь и прожимайте колокольчик. Я же всех благодарю за просмотр и желаю вам всем удачи. До скорых встреч!